Каждый день Лоррейн видела маленького голодного мальчика, который искал еду возле ее магазина. Она прониклась к нему сочувствием и начала раздавать ему бесплатные обеды, не ожидая ничего взамен. Этот простой жест доброты укрепил между ними невидимую связь. 10 лет спустя неожиданная встреча с мальчиком, теперь уже взрослым, привела к неожиданному повороту событий, который Лоррейн и представить себе не могла. Лоррейн никогда не забывала этого мальчика и на протяжении многих лет продолжала раздавать бесплатные обеды нуждающимся. В этом районе было много бездомных, многие из которых были детьми. Ей было невыносимо видеть, как они ложатся спать голодными, поэтому она делала все, что было в ее силах, чтобы помочь им, не подозревая, что годы спустя ей отплатят самым неожиданным образом. Она как раз заполняла полки своего магазина, когда услышала звонок у входа. «Извините, мы закрыты», — сказала она, не оборачиваясь, чтобы посмотреть на вошедшего. Она закрыла магазин всего полчаса назад и была занята закупкой готовой продукции, прежде чем отправиться домой. Это был долгий день, и она устала. «Простите, вы Лоррейн?» — спросил голос у нее за спиной. Наконец она остановилась на мгновение. Она обернулась и увидела молодого человека, стоявшего рядом с кассой. «Да», — просто ответила она, ожидая, что мужчина продолжит говорить, и оказалась права. Он продолжил. «Можно вас на минутку, пожалуйста?» Лоррейн была заинтригована, но в то же время очень устала. «Конечно, но, пожалуйста, поторопитесь». «В чем дело?» — ответила она. Она тут же пожалела, что разговаривала с клиентом таким резким тоном. Это было совсем на нее не похоже, но она была просто измучена и могла думать только о том, чтобы вернуться домой. Однако было уже слишком поздно. Мужчина отступил на шаг и пробормотал что-то вроде «Извините, что беспокою вас. Этого больше не повторится». И он повернулся и направился к двери. Лоррейн почувствовала себя невероятно виноватой и быстро извинилась, как раз вовремя. Он уже взялся за ручку двери, когда она сказала «Извините, у меня был тяжелый день. Чем я могу вам помочь?» Было очевидно, что молодой человек колебался, не зная, стоит ли продолжать. Он посмотрел на дверь, а затем снова на Лоррейн, словно взвешивая варианты. Должен ли он просто уйти? Или должен сделать то, ради чего пришел сюда? Лоррейн заметила это и мягко сказала «Продолжай», кивнув ему с улыбкой. Мужчина вздохнул и покачал головой. «Прошу прощения. Я не хотел вас беспокоить. Я могу зайти в другой раз», — сказал он, и прежде чем Лоррейн успела что-либо сказать, ушел. Она пожала плечами и вернулась к заполнению полок. 10 минут спустя она наконец-то была на пути домой, но не могла перестать думать об этом странном молодом человеке. Ей было интересно, что ему могло понадобиться и откуда он вообще узнал ее имя. Ее магазин был довольно хорошо известен в округе, и многие незнакомцы знали, кто она такая. Хотя этот молодой человек и показался ей знакомым, она была уверена, что раньше не видела его в своем магазине. Она бы наверняка запомнила его добрые глаза. К тому времени, когда Лоррейн наконец вернулась домой, она уже забыла об этой странной встрече и была счастлива, что наконец-то может расслабиться и отдохнуть. Она очень много работала, а дома ей нужно было ухаживать за больным мужем. Кроме того, у них также были некоторые финансовые проблемы. И в целом, это было трудное время для нее и ее семьи. Но это скоро изменится. На следующее утро она снова встала пораньше и собралась на работу. Про себя она подумала, что не сможет продолжать в том же духе еще 10 лет, она устала. Конечно, она понятия не имела, что с ней произойдет. Этот молодой человек скоро вернется в ее магазин и поделится с ней чем-то, что навсегда изменит ее жизнь. Придя ранним утром в свой магазин, Лоррейн увидела неожиданное зрелище. Прямо перед ее дверью лежал конверт с наличными. Ни записки, ни имени на нем не было.
Она огляделась по сторонам, надеясь найти ключ к разгадке личности дарителя, но улица оставалась безмолвной, храня свои тайны. Она решила, что вырученные деньги пойдут непосредственно на увеличение количества блюд для нуждающихся. Ее сердце наполнилось благодарностью за анонимную доброту. Следующий день принес еще больше сюрпризов. Лоррейн обнаружила, что за ночь в ее магазине был произведен мелкий ремонт и усовершенствование. Скрипы и протечки, которые она планировала отложить на потом, теперь таинственным образом устранялись. Никаких счетов или пояснительных записок обнаружено не было. Она восхищалась молчаливой щедростью, чувствуя невидимую поддержку, которая поднимала ей настроение и облегчала ношу. Казалось, сами стены ее магазина шептали ей ободрение. Слухи о щедрости Лоррейн, казалось, распространились со скоростью лесного пожара. В ее магазине начали появляться новые лица, и каждый покупатель говорил, что слышал о ее доброте. «Я слышал, вы делаете здесь замечательные вещи», стало обычным приветствием. Приток клиентов не только увеличил ее продажи, но и расширил ее возможности помогать большему количеству людей. Каждый новый клиент воспринимался как знак одобрения ее усилий. Вскоре на пороге магазина стали появляться пакеты с едой и другими припасами. Эти анонимные пожертвования, оставленные под покровом ночи, идеально подходили для миссии Лоррейн – накормить голодающих. Каждая посылка была молчаливым свидетельством поддержки ее дела сообществом. Лоррейн почувствовала крепнущую связь со своими невидимыми благодетелями, объединенными общей целью – добротой и заботой. Магазин Лоррейн, казалось, окутало ощутимое чувство доброжелательности, вызвавшее у нее недоумение и глубокую благодарность. Она не могла точно определить источник этих проявлений доброты, но чувствовала огромную благодарность. Казалось, сама Вселенная сговорилась помочь ей в ее миссии. С каждым днем ее решимость крепла, подпитываемая таинственной поддержкой, которая ее окружала. Лоррейн знала, что происходит что-то важное, и это чувство одновременно радовало и унижало. Охваченная любопытством, Лоррейн начала расспрашивать соседей и владельцев местных магазинов о последних подарках. «Вы оставили это?» – спрашивала она, показывая последний подарок. Все покачали головами. Выражение их лиц отражало ее замешательство и благоговейный трепет. Но в то же время в их глазах светилось общее понимание. Общий шепот о том, что между ними происходит что-то необычное, что нить доброты незаметно пронизывает их. Копая глубже, Лоррейн обнаружила истории, похожие на ее собственные. Неожиданный ремонт, анонимные пожертвования и внезапный рост бизнеса. Стало ясно, что волна доброй воли захлестнула сообщество, глубоко затронув жизни людей. Каждая история добавляла еще один кусочек к головоломке, свидетельствуя о преднамеренном проявлении щедрости. Казалось, что невидимая сила действует, незаметно преображая их окрестности. Лоррейн откинулась на спинку стула, лихорадочно соображая, как соединить воедино истории, которые она собрала. Было ли это серией счастливых совпадений или делом рук одной доброжелательной силы? Вопрос оставался нерешенным, дразня своей загадочностью. Проявления доброты были слишком похожи, слишком точно соответствовали потребностям сообщества, чтобы быть простой случайностью. Казалось, что все они были связаны невидимыми нитями щедрости. В обществе начали распространяться слухи об ангеле-хранителе. Разговоры в кафе и на углах улиц были полны предположений о том, кем мог быть этот таинственный благодетель. Никто не знал, кто он такой, но многие почувствовали на себе его влияние. Эта неизвестная фигура быстро стала местной легендой, незаметной фигурой огромной доброты, оставляющей за собой след доброй воли и надежды. Размышляя над историями, которые она слышала,
Лоррейн осознала масштаб происходящего. Она размышляла о том, что ее собственные маленькие проявления доброты могли спровоцировать эту цепную реакцию. Казалось, что ее жесты открыли шлюзы, побуждая других распространять доброту по-своему. Эта мысль наполнила ее глубоким чувством целеустремленности и связи со своим сообществом, вдохновив ее мечтать еще больше. Однажды днем, обслуживая своих покупателей, Лоррейн снова заметила молодого человека. Он стоял на другой стороне улицы, не сводя глаз с ее магазина. Фигура спокойного наблюдателя среди шумной толпы. Его присутствие, молчаливое и загадочное, вызвало у нее любопытство. Кто он такой и почему наблюдал за ее магазином издалека? Этот вопрос оставался без ответа, пока она продолжала свой день, полная решимости разгадать тайну. Лоррейн извинилась и вышла на улицу, ища глазами ускользающего наблюдателя. Но он исчез, словно поглощенный сердцебиением города. Его внезапное исчезновение только усилило интригу, окружавшую его. Кем бы он мог быть и какое отношение имел к ней, если вообще имел? Эти вопросы вертелись у нее в голове, сплетаясь в таинственный узор, который она чувствовала себя обязанной разгадать. Позже, тем же вечером, Лоррейн погрузилась в воспоминания о бесчисленных лицах, которым она помогала на протяжении многих лет. Особенно выделялся один мальчик, ребенок, в чьих благодарных глазах отражалась глубина его голода и облегчения. Она задумалась об их судьбах, надеясь, что ее маленькие добрые поступки посеяли семена надежды. Знакомый взгляд молодого человека эхом отозвался в ее сознании, связывая нынешние тайны с прошлыми поступками. Чем больше Лоррейн думала об этом молодом человеке, тем больше ей приходила в голову мысль, а не тот ли это мальчик, которому она когда-то помогла. Идея казалась притянутой за уши, но что-то в его поведении казалось до боли знакомым. Мягкая доброта в его глазах, то, как он держался. Действительно ли это были отголоски прошлой связи, или ее восприятие было окрашено надеждой? Той ночью, когда Лоррейн лежала без сна, она прокручивала в голове события прошедшего дня, и каждая деталь вызывала у нее удивление. Что, если ее простые добрые поступки действительно прошли полный цикл? Эта мысль была ошеломляющей, но в то же время наполнила ее глубоким чувством цели. Если бы молодой человек действительно был тем мальчиком, которому она помогла, это было бы свидетельством длительного воздействия доброты, волнового эффекта, выходящего далеко за рамки момента отдачи. Уже на следующий день, когда утренняя суета улеглась, молодой человек появился снова. О его прибытии не было объявлено заранее, но его присутствие наполнило магазин ощутимым ощущением срочности. Он встретился с ней взглядом с Лоррейн. Его взгляд был умоляющим. Было ясно, что он намеренно искал ее. Безмолвная просьба о ее безраздельном внимании повисла между ними. Когда Лоррейн приблизилась, воздух наполнился невысказанными вопросами. Молодой человек заговорил без предисловий, и в его голосе звучала неподдельная серьезность. «Мне нужно, чтобы ты пошла со мной», — сказал он, пристально глядя ей в глаза, в поисках каких-либо признаков отказа. «Это важно. Я должен тебе кое-что показать». Просьба, столь же неожиданная, как и его возвращение, на мгновение лишила Лоррейн дара речи. Серьезность в его тоне говорила о важности того, что его ожидало, но он не дал никаких подсказок. Первоначальной реакцией Лоррейн было колебание. Рациональная часть ее сознания забила тревогу. И все же какая-то глубинная, инстинктивная часть ее была заинтригована. Загадочность молодого человека в сочетании со странными происшествиями последних дней разожгли в ней огонь любопытства. Именно это любопытство, приправленное осторожным оптимизмом, перевесило чашу весов. «Хорошо», — неожиданно для себя произнесла она, и это решение было продиктовано надеждой. Сделав глубокий вдох, Лоррейн сделала свой выбор.
Она доверилась бы этому незнакомцу, ведомая интригой, которую он олицетворял, и молчаливым обещанием ответов. Это был решительный шаг, отход от привычного уклада жизни. И все же возможность раскрыть правду, стоящую за недавними загадками, возможно, понять связь молодого человека с ее прошлым, подталкивала ее вперед. Вместе они вышли из магазина, отправляясь в путешествие, цель которого оставалась окутанной тайной. С каждым шагом первоначальные опасения Лоррейн уступали место растущему волнению. Улицы города, такие знакомые ей, теперь, казалось, шептали о невиданных возможностях и тайнах, которые вот-вот откроются. Бок о бок с молодым человеком Лоррейн отправлялась в неизведанное, и ее сердце билось в ритме предвкушения и удивления. Лоррейн следовала за молодым человеком, петляя по переплетению улиц, которые рисовали сложный портрет города. Знакомые витрины сменялись незнакомыми переулками, каждый поворот – шаг в неизвестность. Биение сердца города эхом отдавалось в этих переходах, напоминая о разнообразии жизней, которые здесь жили. С каждым шагом жажда приключений у Лоррейн усиливалась. Неизвестность впереди открывала новые возможности. По мере того, как они двигались, любопытство Лоррейн все возрастало. «Куда мы направляемся?» Она отважилась, стремясь к ясности. Ответы молодого человека были загадочными. Они касались поверхности ее вопросов, но не углублялись. «Ты увидишь. Это то, что нужно показать, а не рассказывать», — заверил он с мягкой уверенностью. Каждый ответ, каким бы расплывчатым он ни был, только обострял ее интерес, все глубже погружая в тайну. Постепенно пейзаж вокруг них изменился. Оживление центра города сменилось мрачной реальностью его менее богатых окраин. Эти перемены вызвали у Лоррейн беспокойство и любопытство. Она наблюдала, как молодой человек уверенно идет по этим улицам со знакомой легкостью. Эта часть города с ее нерассказанными историями еще больше усложняла загадку этого дня, заставляя ее следовать за ним, несмотря на растущие опасения. Беспокойство Лоррейн усилилось, когда они углубились в лес. «Здесь мы в безопасности?» Не удержалась она от вопроса, и в ее голосе послышалось беспокойство. Молодой человек встретился с ней взглядом, в его глазах светилось спокойное море уверенности. «Доверься мне», — просто сказал он, и обещание повисло в воздухе между ними. Его уверенность была маяком, который вел ее вперед, преодолевая неуверенность, призывая поставить веру превыше страха. Они стояли на пороге, казалось бы, ничем не примечательного места назначения, но в воздухе витала атмосфера значимости. Сердце Лоррейн забилось быстрее от предвкушения, ее прежние опасения сменились острым желанием раскрыть тайну. Молодой человек повернулся к ней с молчаливым приглашением во взгляде. Они были на пороге откровения, цель путешествия. Вот-вот должна была раскрыться вместе, которое обещало ответы и, возможно, новое понимание. Пока они шли, молодой человек начал делиться фрагментами своей жизни, и каждый фрагмент был наполнен чувством благодарности, которое, казалось, находило отклик непосредственно у Лоррейн. Он говорил о преодоленных трудностях и полученных знаках доброты, которые изменили его путь. Его слова рисовали картину стойкости и надежды. Лоррейн слушала, тронутая его историями, чувствуя их связь с ее собственными поступками в прошлом, но не видя полной картины. С каждой историей, которой он делился, Лоррейн чувствовала, как между ее собственной историей помощи другим и рассказами молодого человека о благодарности образуется невидимая нить. Его упоминания о былой доброте, хотя и завуалированные, разожгли в ней любопытство. Он словно держал в руках зеркало ее души, отражая влияние ее поступков на протяжении многих лет, укрепляя их связь с каждым шагом, который они предпринимали.
Рассказы молодого человека содержали тонкие намеки, которые пробудили в Лоррейн воспоминания о том, что он, возможно, был тем самым мальчиком, которому она когда-то помогла. Он упомянул о еде, которая была больше, чем просто едой. Это была надежда в то время, когда он больше всего в ней нуждался. Эти осторожно оброненные намеки, как хлебные крошки, заставили Лоррейн заподозрить его истинную личность. Хотя он не стал ничего подтверждать, сохраняя тайну. По мере того, как они продолжались, Лоррейн начала собирать воедино подсказки, заложенные в его рассказах. Каждая деталь, каждый намек, казалось, соответствовали ее воспоминаниям о мальчике, которому она помогла много лет назад. Постепенно к ней пришло осознание, растущая уверенность в том, что этот молодой человек действительно был тем ребенком, к которому она когда-то относилась с добротой. Кусочки головоломки складывались воедино, его личность становилась яснее с каждым новым воспоминанием. Они были уже близко, их цель была совсем рядом, место, которое, как обещал молодой человек, откроет им все. Предвкушение Лоррейн достигло апогея. Ее сердце трепетало от предвкушения открытий. Молодой человек заверил ее, что скоро получит ответы на все ее вопросы, что цель их путешествия и истина об их связи будут раскрыты. Момент откровения был близок, и она готова была переступить порог. Когда впереди показались окраины города, Лоррейн остановилась. Ее потребность в ясности перевесила терпение. «Куда вы меня везете?» – настаивала она, и в ее голосе слышались любопытство и озабоченность. Неопределенность места назначения в сочетании с таинственным характером путешествия подтолкнули ее к поиску ответов, стремлению понять конечную цель этого загадочного пути, по которому они идут вместе. Молодой человек встретился с ней взглядом. В его глазах читалась искренняя мольба. «Еще чуть-чуть», — настаивал он ровным, но нежным голосом. «Поверь мне, это стоит того, чтобы подождать». Его уверенность, хотя и неопределенная, была искренней, и Лоррейн это понравилось. Несмотря на поток вопросов и растущее беспокойство, его просьба проявить терпение вызвала в ней искру доверия, побуждая ее придерживаться выбранного курса. Глубоко вздохнув, Лоррейн кивнула, ее решение продолжать было отмечено сложной смесью тревоги и доверия. Чаша весов склонилась в пользу веры в намерение молодого человека, что подтолкнуло ее вперед. Вместе они переступили невидимый порог, углубляясь в неизведанное. Этот шаг был наполнен тяжестью невысказанных обещаний и тенью надвигающегося откровения. Кульминацией путешествия стало неприметное здание, фасад которого не давал никаких намеков на его значимость. Когда они приблизились, молодой человек остановился, его взгляд метнулся к Лоррейн, ища признаки ее реакции. Этот момент, повисший между путешествием и открытием, был наполнен затаенным ожиданием. Сердце Лоррейн бешено колотилось, осознание окончательности их прибытия смешивалось с тайной, которая привела их сюда. Стоя перед скромным входом, Лоррейн почувствовала, как ее охватывает серьезность момента. Молодой человек повернулся к ней, на его лице отразились уязвимость и решимость. «Ты готова?» — спросил он, понизив голос почти до шепота. Лоррейн кивнула. Все ее существо пылало от осознания того порога, который они собирались переступить. Вместе они стояли на пороге открытия, готовые раскрыть правду, которая свела их вместе. Когда они стояли на пороге, молодой человек повернулся к Лоррейн, и в его глазах отразилась десятилетняя благодарность. «Я тот мальчик, которого вы кормили 10 лет назад», — признался он взволнованным голосом. Это признание поразило Лоррейн как откровение, и ее сердце замерло. Перед ней промелькнуло воспоминание о голодном ребенке, который теперь предстал перед ней как мужчина, чей жизненный путь снова переплелся с ее собственным. Он начал рассказывать о своем путешествии, каждое слово которого было проникнуто теплотой благодарности.
«Ваша доброта была маяком в мои самые мрачные времена», — поделился он, подробно рассказав о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться, и о том, как ее простой акт пожертвования зажег в нем огонек надежды. Его история стала свидетельством преобразующей силы доброты, приведшей его к этому самому моменту воссоединения и откровения. Перед ними возвышалось здание, как молчаливый свидетель их общей истории, физическое воплощение путешествия, которое они оба предприняли. Это место, он махнул рукой, олицетворяет то, что ваша доброта помогла построить. Значение этого сооружения, скрытое в его словах, намекало на более глубокую связь с их прошлым. Это символизировало не только кульминацию его путешествия, но и волновой эффект щедрости Лоррейн. С общим предвкушением они переступили порог здания, оказавшись в пространстве, которое стало сутью их путешествия. Эмоции переполняли их, когда они двигались вместе, каждый шаг был мостом между прошлым и настоящим. Атмосфера была насыщена обещаниями открытий, которые еще только предстояли, секретами здания, готовыми раскрыть влияние десятилетней доброты и ее способность изменять жизни. Внутри Лоррейн встретила реальность, намного превзошедшую ее ожидания. Пространство вокруг нее излучало живую энергию сообщества, объединенного общей целью. Это было свидетельством ее безграничной доброты, зеркалом, отражающим бесчисленное множество жизней, затронутых ее щедростью. История молодого человека привела ее сюда, чтобы она стала свидетельницей ощутимых результатов ее сострадания, навсегда изменивших ее понимание того, какое влияние может оказать один человек. Он открыл приют для детей-сирот от ее имени. Внутри Лоррейн встретила трогательное зрелище оживленного приюта для детей-сирот, где каждый уголок был наполнен смехом и играть. Молодой человек рассказал, что это было установлено в ее честь, как живая дань ее состраданию. Ошеломленная, Лоррейн поняла, что это здание было чем-то большим, чем просто кирпич и известковый раствор. Это было святилище надежды, рожденное ее простыми проявлениями доброты. Когда они проходили по приюту, молодой человек поделился своим видением. Вдохновленный щедростью Лоррейн, он посвятил свою жизнь благотворительности, создав приют для тех, кому больше некуда было обратиться. Его путь от беспомощного ребенка до основателя этого приюта продемонстрировал глубокое влияние доброты Лоррейн, показав ей, как один жест доброй воли может вдохновить на грандиозные перемены в мире. Ориентируясь по коридорам, молодой человек подробно рассказал о миссии приюта – обеспечить его обитателей не просто крышей над головой, но и домом и шансом на новую жизнь. В каждой комнате, куда они входили, Лоррейн видела воплощение надежды и выздоровления, понимая, что приют является маяком для тех, кто в нем нуждается, направляя их к светлому будущему, так же, как она делала это для него. Встретившись с детьми и персоналом, Лоррейн рассказала истории о стойкости и обновлении, каждая из которых отражала ее собственный дух самоотдачи и глубокое влияние, которое ее действия оказали на молодого человека, а впоследствии и на жизни многих других людей. Благодарность и теплота, которые она получала от всех обитателей приюта, наполнили ее неописуемым чувством удовлетворения, когда она стала свидетельницей волнового эффекта своей доброты. Кульминацией визита стал сердечный разговор между Лоррейн и молодым человеком, подчеркнувший глубокую невысказанную связь, возникшую из-за их общей истории доброты. В лицах детей и стенах приюта они увидели осязаемое проявление своей связи, наследие сострадания, которое будет продолжать расти и влиять на жизни людей. Объединенные своей миссией, их партнерство
стало свидетельством неприходящей силы человеческой доброты. Проводя больше времени в приюте, Лоррейн стала свидетелем его глубокого влияния на общество. Приют превратился в центр сострадания и поддержки, предлагающий не только убежище, но и надежду тем, кто в нем нуждается. Она воочию увидела сеть волонтеров и щедрость доноров, благодаря которым приют процветал. Было ясно, что приют превратился в краеугольный камень общества, маяк доброты и поддержки. Во время своего визита Лоррейн обнаружила, какую важную роль она играет в экосистеме приюта. Молодой человек объяснил, как ее магазин стал важным звеном, связывающим приют с более широким сообществом. Он служил местом сбора пожертвований и местом, где волонтеры могли встречаться и организовывать свои действия. Лоррейн осознала, что ее действия, как большие, так и маленькие, глубоко повлияли на миссию приюта. В минуту молчания молодой человек преподнес Лоррейн значительный финансовый подарок. «Это знак нашей признательности», — сказал он, и в его голосе звучала искренняя благодарность. Этот жест, неожиданный и щедрый, лишил Лоррейн дара речи. Это было ощутимым признанием ее заслуг, символом глубокой признательности приюта и его обитателей за ее безграничную доброту. Он объяснил, что этот подарок был не просто выражением благодарности, но и способом обеспечить Лоррейн возможность продолжать свою благотворительную деятельность без финансовых затруднений. «Мы хотим, чтобы вы продолжали делать то, что делаете, не беспокоясь», — сказал он. Это заверение придало Лоррейн новых сил и решимости, укрепив ее стремление помогать нуждающимся. Это было обещание поддержки, позволившее ей еще больше проявить свою доброту. Когда разговор зашел о будущем, Лоррейн и молодой человек обсудили планы по расширению сферы деятельности приюта и предоставляемых услуг. Они говорили о новых программах, дополнительных ресурсах и возможности открытия новых приютов. Этот диалог укрепил их партнерство, союз, движимый общей миссией оказывать долгосрочное влияние на общество. Вместе они представляли себе будущее, в котором их совместные усилия создадут еще больше возможностей для тех, кто ищет надежды и помощи. Под руководством Лоррейн и этого молодого человека приют превратился в важный общественный ресурс. Его влияние распространилось за пределы его стен, затронув множество жизней и став маяком надежды для тех, кто в этом нуждается. Вместе они помогали приюту развиваться и преодолевать трудности, гарантируя, что он останется местом безопасности, образования и возможностей. Их партнерство стало свидетельством того, чего можно достичь при наличии общего видения и непоколебимой преданности делу. Магазин Лоррейн превратился в нечто большее, чем просто бизнес. Он стал для приюта спасательным кругом, соединяющим тех, кто готов помочь, и тех, кто в этом нуждается. Это было место, где члены сообщества могли участвовать, предлагая свое время, ресурсы или просто распространяя информацию. Роль магазина в сети приюта подчеркивала важность участия общественности, превращая его в центр надежды и действий. В моменты затишья Лоррейн ловила себя на том, что размышляет о невероятном путешествии, в которое она отправилась. То, что началось как простой акт доброты, превратилось в наследие заботы и сострадания, охватившее все сообщество. Это было глубокое осознание того, какое влияние может оказать один человек, вдохновляя на коллективные усилия по поддержке нуждающихся. Однажды вечером, когда они обсуждали успехи приюта, Лоррейн и молодой человек испытали чувство тихой гордости. Они оглядели шумный приют, счастливые лица и оживленное сообщество, которое сформировалось вокруг их усилий. Кульминацией рассказа становится то, что Лоррейн стоит посреди смеха и болтовни детей и персонала приюта, воплощение большой семьи, которую она помогала воспитывать. Спасибо за просмотр.
Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. До свидания.